Друзья, всем привет! Сегодня я буду вязать носок на двух фантурах. В чем его преимущество? Это в том, что у него нет швов. Он без шва. Резинку я сделала ложную, потому что я не придумала удобного какого-то, более удобного способа, чтобы связать резинку без перевешиваний, без пришивания ее. В общем, я ее только подшила. Я ее сделала как подгиб и потом иголкой подшила. Итак, какая у меня пряжа? Пряжа 100% мериносовая шерсть, 800 метров на 100 граммов. Вязала в 2 нити на плотности 7. На обеих фантурах 7 и 7. Моя машина вяжет примерно одинаково, если круговое вязание. Но вы должны посмотреть, чтобы плотность у вас совпадала. То есть сначала все равно нужно будет свою машину как-то, в общем, опробировать. Размер у меня этого носка 42. Это не мой размер, это размер будущего носителя носков. Длина стопы 27 сантиметров, объем стопы вот этот 26 сантиметров и высота носка примерно 20 сантиметров. Петельную пробу я считала, как обычно, на одной фантуре, просто связала квадрат, как это обычно делается, и у меня получилось в 1 сантиметре 3 петли и 4,14 ряда. Объем у меня получается 26 сантиметров, но для того, чтобы носок хорошо сидел, я отняла от него 2 сантиметра. Почему? Потому что носки не должны болтаться на ногах, правильно? И от них не нужно спотыкаться, иначе это будет мучением. И от длины тоже отняла 1 сантиметр, для того, чтобы носок хорошо сидел на ноге. Поэтому высчитываем 24 сантиметра объем, умножаем на 3 петли, 72 петли мне нужно набрать. 72 петли это полностью, но мы набираем на двух фантурах одинаково. Соответственно, 36 на одной фантуре и 36 петель на другой. Как я посчитала высоту носка? Высота носка у меня 20 сантиметров. 20 я умножила на количество рядов и округлила до 83 рядов. Это у меня получилось 83 ряда. Как будто бы я вяжу на одной фантуре, высчитываю. Нам главное не запутаться и вовремя посчитать пятку, которую мы будем на одной фантуре вязать, и тут ряды будут считаться не круговыми, то есть не удвоенными. А этот период и вот этот до конца у нас будет двойной, то есть увеличенные ряды в 2 раза, чтобы на счетчик мы смотрели и не запутались. 83 у меня получилось. Из них на резинку я взяла 5 сантиметров, то есть 20 рядов умножила на 2. Розовым выделены круговые цифры, то есть круговых рядов. Когда мы вяжем круг, сколько у нас должно быть на счетчике. Умножила на 2, получилось 40. То есть я сначала вяжу 40 рядов, это будет внутренняя часть резинки. Ставлю 0 и начинаю заново вторую часть резинки, еще 40 рядов. Общая вот эта длина у меня получилась 59 рядов, то есть я от 83 отняла 24. Это пятка. Как я узнала, что у меня здесь будет 24 ряда? Кто вязал носки на спицах, знает, что когда мы вяжем вот такую пяточку, мы количество... Сначала носочек весь делим на половину, а потом половину делим на 3 части. И у меня что получилось? Половина у меня 36 петель. На 3 части разделить ее, это будет 12 петель. Я буду, вывязывая пятку, в каждом ряду отнимать одну петлю. И поскольку это будет как бы за 2 прохода, да, 24 ряда. Надеюсь, что это понятно. Поэтому у меня получилось 24 ряда не круговых. Значит, мы отнимаем от этой цифры, которая посчитана не круговыми. 83 отнять 24, у меня получилось 59 рядов. Но, опять же, чтобы нам не запутаться, мы ведь здесь будем круговыми вязать. Я эту цифру умножаю на 2. То есть, когда мы начали отсюда, провязали эту часть внутреннюю резинки, поставили на 0. С нуля мы круговыми
вяжем 118 рядов. И потом мы начинаем убирать. Вот здесь я на самом деле, это условно, я даже на счетчик не смотрела, сколько я там рядов провязала. Я просто потом закрывала, точнее выводила в переднее нерабочее положение частичным вязанием. Я покажу далее, как я это делала. Выводила, пока у меня не осталась треть от половины. Да, треть от половины. Пока у меня не осталось 12 петель. И все. Потом я их обратно вернула. Итак, как я высчитывала далее вот это. Всего у меня должно здесь получиться на всю длину стопы 108 рядов. То есть, как я это вычислила, я длину стопы, которая у нас уже чуть-чуть уменьшенная, я умножила на петельную пробу, на количество рядов. Я узнала, сколько у меня здесь должно быть. 24 отняла. Основная вот эта круговая часть у меня получилась 120 рядов круговых, то есть 60 рядов обычных, умноженные на 2, и получилось 120 рядов. А здесь я потом уменьшала, я покажу как, на обеих фантурах сразу. Начнем. Надеюсь, что все понятно. Надеюсь, что я понятно объяснила, и вы сможете рассчитать свой носочек сами. Начинаем вязать наш носок с бросовой нити. Заправляем ее в каретку, потом мы ее удалим. Фантуры друг относительно друга на H5. Выставляем 36 игл на каждой фантуре. Счетчик пока мы не включаем. Плотность устанавливаем на 0 и там, и там. Вот эти рычажки на единички и верхние на кругляшочки. Проводим первый ряд. Навешиваем оттяжную гребенку. Так, навесили грузики. Фантуры теперь устанавливаем на P5. На каретках устанавливаем плотность. У меня она будет на 1 единицу меньше, чем основное полотно. То есть, если я буду на 7,7 вязать, то ложную резинку на 6,6. Слева рычажок ставим на треугольник. На нижней каретке левый, только левый на 0. И верхний барабанчик, вот этот, я его так называю, на S. И теперь у нас будет круговое вязание. Провязываем несколько рядов. Я думаю, достаточно. И теперь можно менять на рабочую нить. Установили нашу рабочую нить. Включили счетчик. Проводим один круговой ряд. То есть по счетчику это будет 2. И сейчас мы должны сделать разбор на ложную резинку. У меня это будет 2 через 1. Я начинаю отсюда. Просто справа одну перевешиваю налево, 2 и вот эту. И так до конца на каждой фантуре. Сделали разбор и теперь вяжем по счетчику 40 круговых рядов. Итак, мы довязали до 40 рядов. А теперь что мы делаем? Мы, как в лучших традициях, обнуляем и вяжем вторую половину резинки, потому что это мы связали ту, которая будет как подгиб, она будет подшиваться. Все, сейчас мы снова вяжем 40 рядов, это вторая часть резинки. Итак, прекрасно, вторая часть резинки. Теперь устанавливаем на основную плотность 7 и вводим оставшиеся иглы в работу. Это можно сделать просто, просто их поставить, и тогда здесь будет образовываться дырочка. Но я так делать не буду. Я возьму с нижнего ряда петлю и буду навешивать. Вот таким образом вводим все иглы в работу. Но не забываем, что их должно получиться 36 и 36. Теперь мы будем вязать высоту нашего носка. По расчету она у нас вместе с резинкой 118 круговых рядов должно быть.
до начала вязания пятки. Ну, поехали. Так, я довязала до 118 ряда. Сейчас мы начинаем вязать пяточку. Пятку можно вязать на любой фантуре, но я буду вязать на задней. Нам нужно отключить нижнюю каретку, то есть мы ставим нолики здесь, она пока вязаться не будет. Сверху нам нужно вот здесь установить на вязание глади. И все, начинаем вязать. При этом включаем частичное вязание и начинаем выставлять по одной иголке. Что тут самое сложное? Самое сложное здесь это оттяжка, потому что пятка начинает подниматься. Надо постоянно следить за тем, чтобы она не поднялась и петли не соскочили. Ну что ж, начинаем. Так, все, я убедилась, что у меня вяжет только верхняя фантура. Это именно нам и нужно. Все, теперь мы вяжем, пока посередине не останется 12 игл. Все просто. Выставляем по одной, следим за оттяжкой, откручиваем, чтобы не образовалось дырочек, и выводим по 12 игл. Так, друзья, у меня осталось 12 иголок, и сейчас я делаю все то же самое, только в обратную сторону. То есть я по одной ввожу петле, точно так же провожу, обкручиваю и выдвигаю в рабочий и задвигаю обратно по одной петле. И точно так же, пока все иголки не будут в рабочем положении. Пятка закончена. Теперь нам нужно снова настроить каретки на круговое вязание. Счетчик, обнуляем счетчик, обнуление наше все помним. Ставим на 0 и начинаем вязать по нашему расчету. Это 120 круговых рядов. Это будет длина стопы. Так, ну что ж, стопа провязана. Сейчас начинаем формировать носочек. По моему расчету я в каждом втором круговом ряду уменьшаю с каждой стороны по одной петле. Но по опыту хочу сказать, что она получается, ну, как мне показалось, несколько удлиненный носок получается, удлиненным. Поэтому, чтобы сделать его более таким аккуратненьким, я убавляю в первом круговом ряду только по передней фантуре. Делаю это двухигольным декером. Ну, мне просто так больше нравится. Можете делать трехигольным декером или просто убавлять крайние петли. Вот таким образом. Сначала на одной провязываем круговой ряд, а потом на верхней. И тоже провязываем круговой ряд. И убираем тоже до того, пока не останется 12 петель, точно так же, как на пяточке. Также тоже по опыту могу сказать, что в последних двух рядах можно делать не в каждом втором, а в каждом круговом ряду. Тогда носочек не будет излишне заостренным. Так, последний ряд я провязала, убавив и на нижней, и на верхней фантуре сразу один ряд. Сейчас я убираю рабочую нить, оставив предварительно тоже подлиннее кончик, потому что им мы потом петля в петлю будем сшивать край носочка. Меняем на бросовую нить, несколько рядов провязываем и снимаем. Так, ну что ж, друзья, поздравляю, мы связали носок. Давайте его теперь снимем, посмотрим, что же там получилось. Достаточно для этого просто провести кареткой без нитки. Так, та-та-та-та. О, вот он носок, свежесвязанный. Совершенно не отпаренный, не постиранный. Так, ну что у нас получилось? Здесь все зашьется. Красивый носочек. Мне нравится. Так, чуть-чуть я где-то тут зацепку сделала, зацепила. Ладно, ничего, мы это тоже все заправим. Все, он абсолютно без швов.
Я его постираю, отпарю, и он будет прекрасен. Теперь нам осталось только подшить резинку и подшить носочек. Как это делаю я? Беру самую тонкую спицу, которая у меня есть, и собираю каждую петельку. Так, все, я собрала на спице. Теперь мне нужно удалить бросовую нить. Я ее просто беру вот так и разрезаю. Так, все, я удалила бросовую нить. Теперь мне нужно сделать подгиб. И найти место, с которого начинать подшивать. Все, и теперь петля в петлю просто подшиваю. Если у вас такая же пестрая нить, как у меня, и плохо видно ряд, в который нужно подшивать, ну, просто нужно ориентироваться на середину. Середина и середина, и ну, примерно припосаживать. Последнее, что нам осталось, это закрыть оставшиеся петли на носке. Посмотрите, как я это делаю. Внутрь петли и изнутри вывожу на второй петле. Точно так же вторую. Внутрь и в следующую петлю изнутри. Внутрь и изнутри. Спасибо, что досмотрели до конца. Я буду рада вашим лайкам, подписке и присылайте то, что вы вязали по моим видео. Спасибо.